Привет, YouTube! Привет, дорогие подписчики! С вами канал Доброе Дело и Любимые Животные. Когда у недобросовестных владельцев с питомцами случается беда, они предпочитают избавиться от животного, а не помогать ему. История спасения брошенного пони. Цель нашего канала — сделать мир добрее. Приятного просмотра. Когда у недобросовестных владельцев с питомцами случается беда, они предпочитают избавиться от животного, а не помогать ему. Так и случилось и с пони по кличке Тина, который стал героем этой истории. Это произошло в начале февраля, когда женщина, вышедшая на прогулку со своими собаками, заметила нечто странное. На обочине проселочной дороги лежал пони. Животное было в очень плохом состоянии, но хотело жить. Это было понятно по ямам и следам на земле, которые оно оставило, пытаясь подняться на ноги. Но его состояние было таким плохим, что самостоятельно подняться шанса у него не было. Женщина, конечно же, связалась с местной спасательной организацией, волонтеры и работники которой тут же бросились на помощь. Группа людей усердно трудилась, чтобы помочь пони подняться. Но первая попытка завершилась провалом, ведь поднявшись, он снова упал. Тогда волонтеры попросили местных людей привезти несколько лошадей, чтобы они составили компанию для бедного пони и подняли ему настроение. Пони – стадные животные, и наличие других лошадей для них жизненно необходимо. Этот план сработал, и со второй попытки пони остался стоять на ногах. Пони назвали Тина, и теперь, когда он стоял, была возможность его осмотреть. Тина дрожал от переохлаждения и был невероятно истощенным. К этому добавилась респираторная инфекция и жуткая инфекция глаз. Его веки были опухшими, а глаза затянуты пленкой. Каждое моргание причиняло ему невероятную боль. Было ясно, что он практически ничего не видит, рассказывает один из спасателей. Было заметно, что Тина был очень одиноким, и трудно даже представить, что ему пришлось пережить. У лошадей должно быть стадо, а Тина был один. И к тому же он практически ослеп. Он даже не мог найти себе еду. Настоящее чудо, что его заметили сейчас, и у нас есть все шансы ему помочь. К месту событий приехала и местная полиция. Вместе с волонтерами и спасателями они решили, что Тина будет лучше на ферме, которая помогает животным. Туда и было решено его отправить. Никто не знает, откуда пони появился тут, но все сошлись во мнении, что у него был владелец. Видимо, когда глазная инфекция Тина ухудшилась, его просто выгнали на улицу. Местный шериф пообещал, что найдет того, кто это сделал с бедным пони. Теперь Тина надо было усадить в фургон, чтобы доставить его на ферму, и это оказалось очень сложной задачей. Он был невероятно слаб и боялся любого шороха. Он вздрагивал от любого резкого звука. Зайдя в фургон и учуяв запах свежего сена, Тина тут же начал его есть. Он был невероятно голоден. На ферме его уже ждал ветеринар, которого волонтеры специально вызвали для Тины. Ветеринар был очень обеспокоен глазами и низким весом пони. У него не было подкожного жира, а мышцы были очень слабы. Но Тина оказался настоящим бойцом. Он не хотел сдаваться и дал ясно понять это людям, съев всю еду, которую ему оставил ветеринар, и мужественно приняв все лекарства. Пока ветеринары успешно справлялись с физическими проблемами Тина, волонтеры исцеляли его душевные раны. Тина сразу же понял, что здесь ему не навредят, и стал чувствовать себя в безопасности. Когда ему становится грустно и хочется ласки, он подходит к нам и просит, чтобы его погладили и почесали гриву, а затем возвращается поедать сено, рассказывают волонтеры. У Тина впереди еще долгий путь к полному выздоровлению, но он не унывает и готов преодолеть все трудности вместе с волонтерами, которые ему помогают. Вы только посмотрите, как теперь выглядит наш герой. Огромная благодарность волонтерам и всем неравнодушным людям за спасение. Большое спасибо за просмотр. Всего хорошего. До встречи.